Так, хорошо, друзья. Продолжаем в рамках нашего производственного курса. Как еще раз отмечу, что в любом случае производству быть, производству работать, поэтому те, кто уже давно работает, что-то подучат, те, кто новые специалисты будут приходить, посмотрят, поймут. Так, чтобы не было совсем скучно, будем давать что-то из теоретических направлений, применимо к реальной жизни даже вашей домашней. И одновременно эти все правила можно применять будет на производстве и нужно. Стараясь рассказывать что-то очень в таких маленьких масштабах, без условных больших формул, но с пониманием, для чего это применять и как. Потому что кто захочет углубиться, можем и пообщаться отдельно. Поэтому сегодня такая лайт-вариант, задачка. Кто сейчас сможет мне ответить быстро и пояснить, будет интересно. Кто нет, значит мы ее сейчас разберем и решим. И также мы сразу обсудим ее, как же ее решать. Я немножко сдвинем. Для чего она нужна? Например, емкость. То есть такую условно-цилиндрическая, да? То есть условный диаметр здесь ее условный диаметр какой-нибудь, давайте возьмем условный какой, 1 метр. Высота условная, например, какая-то условная высота ее, какая-нибудь h, например, 10 метров. Так, чтобы было легче. Ее нужно заполнить. Задача ее заполнить под самый верх. Вот эта задача. Так она пустая, да? Заполнить, например, водой. Давайте по-простому пока водой. Что у вас есть? В наличии есть у вас насос. Откуда-то он берет САС, то есть трубопровод всасывания, насос центробежный. Так. И, соответственно, вопрос. А этот вопрос вы иногда можете решать и в реальности дома, и в реальности на работе. Нужно ее заполнить, например, для каких-то испытаний на плотность, гидравлические испытания, не знаю, будем ее закрывать, или то есть на прочность гидравлическую, или на плотность. И вопрос. Есть штуцер внизу, можем подсоединить, либо и шланг сюда подсоединить, либо здесь возьмем, подключим, либо шланг вот сюда подсоединить. И здесь давайте тоже нарисую так, две арматуры, вентилечка. Либо этот подключить, пусть будет, это вариация номер 1 будет, возможность заполнения, либо вариация номер 2, возможность заполнения. Вопрос. Время тау будет 1 или тау 2? Какой из них будет меньше? Надо поставить знак. Если условно шланг, это, допустим, шланги, которыми вы подключаете, пользуетесь на работе, либо дома можете подключить. Условные соединения, хомуты, может быть, там подключение на штуцер. Вопрос. Какой способ заполнения будет наиболее быстрый? Номер 1 или номер 2? Это может дать ответ. Вот такая задачка. Номер 1. Номер 1. Так, есть версия, давайте буду писать. Версия номер 1. Быстрее, да? То есть время тау-1 будет меньше, чем тау-2, да? То есть, например, дал задание заполнить емкость какую-нибудь нашу, для того, чтобы провести на плотность, вы кинули шланг через верх, правильно? Время будет меньше, тау-1 будет меньше, да? Так, хорошо, то есть тау-1 меньше. Так, дальше еще версия есть. Емкость не закрыта или закрыта? Например, не закрыта. Если есть какая-то вариация, закрытая, не закрытая, объясню. Давай закроем ее. Могу закрыть. Давай закроем крышку. Тогда просто она не заполнится, если ее закроем. Так. Но мы ее закрыли, а здесь сделали выход. Правильно?
Я уже эту задачу понятно, для того, чтобы оно заполнялось, для этого нужно, чтобы было вытеснение. Ну, давайте так, это вода, внутри был воздух, она под атмосферным давлением, был воздух. Для того, чтобы оно заполнялось, воздух должен выталкиваться. Да? То есть, если мы даже будем заполнять снизу, воздух будет как поршни выталкиваться, если будет заполнять сверху, струя будет литься, да, в любом случае, литься вниз, и в любом случае будет, и опять поршнем выталкиваться воздух. То же самое, просто более влажен, если увлажнился. Но смысл будет тот же, если сделать. Если будем в нее же подавать, да, тогда, конечно, никак не заполнится никак. Либо снизу будем подавать, а ее закроем. Все, она заполнится до определенного момента, хотя этот вопрос отдельно интересный тоже. Но мы уже должны знать, что мы должны воздух выпускать при заполнении. Так, версии еще есть? Ну, одинаково. Вторая версия, допустим. Вторая версия одинакова. Версия 2 Тау-1 равно Тау-2. Хорошо, интересно. Третья версия будет или нет? Потому что дальше я начну попросить пояснить каждую из версий у тех, кто ответил. А, так это мы просто накидываем. Не, я же говорю, какие версии. Не, так, ну тут три версии. Ну, третья, да. Три версии. Это меньше равно и это больше, да. Ну, Или, третья тогда- а четвертое это ребром, да, как в анекдоте, да. Сломал. Да, поэтому я имею в виду, что может быть все скажут, не, однозначно вот эта версия подходит, все, и тогда уже неинтересно обсуждать уже. Ну, дальше интересно услышать ваше мнение. Поэтому просто услышал, есть другое видение. Вот и теперь попрошу технически объяснить, какое из них. Александр Иванович, почему первое вот это? Почему Мне меньше? кажется, что давление столба жидкости в емкости будет меньше влиять на нагрузку насоса за счет того, что не будет, если сверху наливать. Понял. Объяснение понятно. Панасий Михайлович, твоя версия. Почему одинаково? Ну, грубо говоря, что там 10 метров ему надо заполнить вверх, качать. Что отсюда ему тоже 10 метров. То есть по прямым этим самым. То есть Разница в диаметре. в диаметре шланга ты имеешь в виду? Ну, шланг. Шланг условно одинаковый. Будем считать, что шланг с приготовлением шланга, метровая емкость. чем шланг. Просто давление будет больше. Будем пренебрегать. Так, хорошо, условно понятно. Если есть еще какие-то обсуждения, пока думаем, держу такую паузу, чтобы подумали. А сейчас я дам ответ. Как бы просто для того, чтобы понять, какая версия более верная. Причем это решение задачи нужно и на производстве решить, эту задачу мы объясним, иногда и дома. Я почему именно эту задачку тоже выбрал сейчас, потому что иногда сдаешь вам задание какое-то, и вы должны понимать, как быстрее заполнить. А иногда еще, если вы еще дальше пойдете и будете уже инженерами, уже уровня такого, что вы будете подбирать вот этот насос, насос иногда дается с характеристиками, да? Иногда характеристики. Какие характеристики насоса, если это условно, пусть будет это центробежный, мы говорим, насос. Центробежный насос. Какие характеристики насоса даются? Кто видел? Шильдик идет там. Да, там... И на шильдике основные, которые... H это, то есть высота столба жидкости. H высота столба жидкости. Например, допустим, пусть будет здесь H условных там 12 метров, да? 12 метров. Что такое высота столба жидкости? Если это для воды, это значит на манометре сколько будет давление, если это для воды? 1,2. 1,2 избыточных, да, атмосферы, да? Да. Я напишу бар. Кто не против? И следующий параметр какой? Q там. Q. Это Q, например, да? Производительность в чем обычно выдается? Ну, чаще. Метр кубический. Ну, например, давайте так. Какой объем этой емкости? Нам надо заполнить. 10 кубов. 10 кубов. Как нашли? Все согласны, что 10 кубов? Ну, еще непонятно, какая у нее эта самая длина, ну, вот, то есть, диаметр. Диаметр метр. Да, диаметр метр. Да. Диаметр написано метр. О, все согласны, что 10? 10 чего? Метров кубических? Как найти объем Сейчас мы емкости? определим. Как найти объем емкости? Это диаметр 1 метр. Как найти объем цилиндрической емкости? Видите, от насоса заставили меня отвлечься. То есть нужно что?
площадь вот эту, да, S, И r квадрат на h. умножить на что? На высоту. Площадь чему равна? А нет, это не это... Площадь чему равна? Как найти? Площадь чему И r равна? квадрат. Пи квадрат. Хорошо, отлично. Пи квадрат. Получается 3,14. 3,14 умножить на сколько? Ну, на метр квадратный. А, на 1 на метр квадратный. 0,5. Либо это πd квадрат на 4, Ну да? да. То есть 0,5 в квадрате, потому что это радиус. Радиус это половина диаметра, вспоминаем, да? Радиус это вот радиус, а диаметр это 2 радиуса. Так, сколько равно? И объем будет чему равен? Чему здесь равно? 0,785. 0,7, 0,785. 0,785 метра квадратных, да? Да. А объем уже равен тогда 7,85. 0,785 площадь, умноженная на высоту. И сколько будет? 7,85. 85 чего? Метров кубических. Метров кубических. Отличается от 10? Отличается. Чуть-чуть да? незначительно. Да, но не совсем. А если это будет выше и побольше, то совсем будет отличаться. Так что не забываем, это геометрии немножко разобрали. А теперь, например, у нас емкость 70-85, а, например, насос, предположим, здесь будет написано 10 метров кубических. 10 метров кубических, например, не знаю, в час, да, обычно часто пишется это в час, удобно, расчеты там в секундах ведутся, но в час. То есть вроде бы этот насос подходит для нашей емкости? Ну, вроде да. Вроде да, да. Но что эти параметры означают? Я очень не раз сталкивался с некоторыми специалистами, которые подбирают насос. Это означает вот что. Что это максимальный напор, который он может выдать, но при этом напоре вот этого расхода не будет. А это максимальный расход, который он может выдать, но не при этом напоре, а намного меньше. Поэтому некоторые подбирают, смотрят на эти два, а для того, чтобы правильно подобрать насос, нужно знать характеристику. А характеристика насоса центробежного, ее просто надо взять и в голове держать. Это напор, да, в метрах, или в давлениях вы уже умеете переводить, зная плотность. Здесь расход, Q, метры кубические, например, в час, неважно, да, смысл. Так вот, характеристика насоса выглядит вот таким вот образом. Она может быть разной уклонности, такая условная парабола. То есть, о чем она говорит, эта характеристика? Что условно, например, при каком-то давлении, например, вот он выдает 12, да, расход выдает 12, значит, вот где-то здесь будет 12, условно, где-то здесь будет, например, условно, так, если разбить, пусть будет 2, здесь будет 0, да, здесь где-то пусть будет у нас, придумаю сейчас какие-то расходы, пусть будет, здесь будет у нас сейчас 12, пусть будет 10, пусть будет 5, как-то так, условно для этого насоса. Так вот, в чем смысл? Если мы берем, это характеристика насоса, если мы это знаем, в голове держим, мы можем решить эту задачку очень быстро и подцепить шланг так, как надо. Если насос у нас просчитан почти условно под эти условия, да, он не сильно с запасом, не 1200 метров дает, и расход не 10 тысяч, допустим, да, то есть, а именно иногда бывает, что он рассчитан именно под эти условия, под эту емкость, которая у вас есть, или подбирается такой насос иногда, очень часто, то тогда мы что можем увидеть? Если мы будем закачивать по методу номер 1, то у нас столб жидкости, то есть на насосе будет всегда какой? 10 метров, если еще тут шланг отняли, в любом случае постоянно будет литься вот сюда, будет 10 метров столба жидкости. Если мы возьмем 10 метров, характеристикой сети не буду рисовать, вот по нему просто упрощаем немножко, возьмем 10 метров, то он будет качать в какой-нибудь в этой точке с каким-нибудь расходом, не знаю, 3, ну давайте 3. То есть вот это точка работы насоса по методу 1.
А если мы начнем работать здесь, в начальный момент расчета, что у нас? У него давление условный 0, какой-нибудь 1 метр, да? Пускай будет. Эта точка будет у нас, ну пусть вот здесь вот совпадет с 10 кубами, да? Это точка по методу номера 2. Но со временем эта жидкость будет у нас что? Уровень заполняться, 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 заполняться. И со временем точка будет все время перемещаться, правильно? И переместиться через время к единичке. Но усредненный расход, то время, которое будет качаться, он будет качать от 3 до 10. То есть этот в первом случае будет качать все время 3 метра кубических в час. А во втором случае у него расход будет уменьшаться от 10 и до 3 метров кубических в час. Условно какие-нибудь усредненные, не знаю, сколько там напишем, 6 пускай, да? Условно, какой-то средний расход за это время будет 6. То есть в случае номер 1 мы будем качать все время с расходом 3 метра кубических в час, а в случае номер 2 с каким-то усредненным, не знаю, 5, 6, 6,5 метров. То есть какая ситуация будет? Какое время будет? А? Где мы быстрее заполним? Там, где расход будет больше. Ответ, значит, вот такой. Значит, это решение неверное, это решение неверное. Задача понятна? В чем минус? Минус только в том, что если мы здесь шланг оторвет, выльется только из шланга. А здесь, если шланг оторвет, то начнет выливаться из емкости. Поэтому для того, чтобы решить задачу, либо нужно обеспечить соответствующее надежное соединение. Но если мы говорим о скорости решения задачи, то мы выбираем вариант номер 2. Вариант номер 2. Понятно? А теперь вопрос. Это и на производстве. Но если у вас насос с большим запасом, что обычно не делается, или у вас такой есть, и он подключен к общей системе, то вот эта разница во времени не может быть нивелирована, потому что запас слишком сумасшедший. Высота не 10 метров, а 1 метр, да, не имеет значения. Но если вы будете реактор заполнять, где 40 метров, ну не 40, 28, там почти 30 метров высоты, диаметр другой, это будет иметь какое-то определенное значение. Либо для гидроиспытаний. Поэтому, зная эти моменты, это можно применить и дома применять иногда, для заполнения своих емкостей домашних, и для решения производственных задач. Ну, а теперь быстрый вопрос для закрепления, правильно ли вы поняли логику. А если вместо этого насоса будет стоять поршневой плунжерный насос? Какое из времени будет? Например, у нас будет стоять, да, поршневой насос. Ну или плунжерный, неважно, пусть будет поршневой насос. Как считаете, если мы заменим этот насос на поршневой, какое время будет больше? Какой ответ будет, да? Наверное, одинаково. Почему? Потому что плунжер, ну, все равно Не влияет столба жидкости на напор. Да. Еще есть версии? Да, почти, видите, согласились, условно одинаковые. Потому что, почему я написал условно, нечеткое равно? Если это будет, может быть, 10 метров, но, может быть, тоже маломощный насос, рассчитанный под эту емкость, может быть, условно одинаково. Если это будет, может быть, меньше, то там будет почти равно. В чем смысл? Характеристика для поршневого плунжерного насоса, она имеет вот такой вид. Да? То есть любой расход можно выдать, поднимая давление. То есть неважно, вы будете зажимать, создавать давление, он все равно выдаст тот расход, который надо. В любом случае. Но реальная характеристика, она может идти вот таким вот образом. То есть чем выше давление поднимать, да, например, ситуация 1, чем выше давление, со временем расход может уменьшаться. Вот такая характеристика. Почему? Это будет только влиять, если слишком давление создаешь, начинаются утечки, когда давление увеличивается на насосе, начинаются утечки через сальники, и поэтому при повышении давления это может сказаться. Но в рамках таких обычно поршневой насос, либо это очень плохой поршневой насос, что на 10 метрах. Я говорю о том, что уже 100 атмосфер, дальше.
и там, где уже сальники тяжело сдержать, их нужно подтягивать. То есть с ростом давления из-за утечки на сальниках, например, он может давать чуть-чуть меньше. Поэтому ситуация опять ситуация в игры, но это условно. Это мы говорим уже о совсем запредельных каких-то не таких высотах, а вам надо какое-нибудь высотное здание заполнить все водой. Вот эта ситуация. Поэтому иногда, когда мне говорят, мы там приоткрыли, чуть-чуть сдернули насос поршневой и заполняем. Не может такого, чуть-чуть сдернули. Если вы чуть-чуть сдернули вентилечек высокого давления, это вы уже подали полностью насос, что у него давление подросло. Если вы его полностью открыли, оно чуть-чуть упало, но он выдает через этот трубопровод, штуцер и этот вентиль весь расход. Невозможно вентилем на нагнетании насоса регулировать расход. Вот в чем нюанс, вот это говорит характеристика. Если это держать в голове, понимать, что если вы подали в узел синтеза высокого давления, чуть-чуть приоткрыли, все, туда идет уже все, что можно. Что вы чуть-чуть приоткрыли, что вы полностью приоткрыли, расход одинаковый. Это можно делать только для центробежных насосов, это регулирование. Регулирование на поршневых, плунжерных насосах невозможно. Это регулирование заключается вот в этом чуть сдергивание, но это такое очень тонкое, когда машинисты насосные пытаются чуть-чуть подрегулировать на насосах, чтобы обеспечить какое-то байпассирование. Это заключается в каких-то миллиметрах вот этого дергания, да, практически. А в целом, если мы говорим, что открыли, значит оно уже пошло столько, сколько надо. Нужно его дооткрывать полностью, чтобы уже он работал и не было коррозии, эрозии. Арматура. Да, внутренних устройств, то есть самого клапана и седла есть, да, и выедание уже этой части. Поэтому это касается особенно арматур, которые установлены на нагнетании поршневых плунжерных насосов. Так, вопрос, да. Тревогу объявили. Тревогу объявили? Ну вот так всегда, заканчиваем в тревогу, так, тогда собираемся и начинаем готовиться к тревоге, да. Так, все, собираем противогазы, одеваемся. Все, спасибо. Да.